Привет! Видео без лишних слов и маникюр за пару мешков картошки. Знакомьтесь, это моя новая клиентка Таня. Она пришла ко мне от другого мастера. Вообще я не люблю обсуждать работы других мастеров, но иногда без этого никак. Вначале на дизайн я не обратила особого внимания. Абстракция и абстракция. Но когда я стала монтировать видео, я поняла, что это не просто абстракция. Здесь изображены бабочки и цветочки. Но так как дизайн это дело вкуса, поэтому фиг с ним, переходим дальше. А дальше взор устремляется на толщину ногтей. И тут я уже на всех парах начала ругать предыдущего мастера, мол, как так и сделали такую толщину. Но меня остановила клиентка, и ее фраза повергла меня в шок. Оказывается, такую толщину попросила сделать сама клиентка. А зачем и почему, и какой договор между нами состоялся, ты скоро узнаешь. Вначале у меня все же чешутся ручки снять поскорей это безобразие. Для этого я беру керамическую насадку с зеленой насечкой. Включаю аппарат на максимальное количество оборотов в режиме форвард. Предварительно обсудив длину и форму будущих ногтей, я избавляюсь от лишнего. Держа насадку под небольшим наклоном, спиливаю ненужную длину. Далее быстрыми и непрерывными движениями я избавляюсь от старого материала и ненужной толщины. Но если же вы начинающий мастер и не прокачали свой скилл в работе с аппаратом до высокого уровня, работать как я не стоит. Делайте прямые движения сверху вниз, без особого нажима. Пусть снятие материала займет у вас немного больше времени, зато ногти клиента останутся целыми и невредимыми. На ногтях присутствуют небольшие отслойки, от них необходимо обязательно избавиться. Также желательно при работе после другого мастера старый искусственный материал снимать полностью, доходя до тонкой подложки перед ногтевой пластиной. Почему не стоит оставлять искусственный материал предыдущего мастера? Дело в том, что мы должны понимать, в каком состоянии ногти и с чем мы работаем. Ведь некоторые мастера все же любят маскировать проблемы и болезни ногтей, замазывая это все камуфлирующим или цветным гелем. А также может возникнуть конфликт между материалами разных фирм. А теперь про толщину и договор. Дело в том, что у клиентки безумная любовь к огороду, и она любит там покопаться. И чтобы ногти не сломались, она просит сделать их потолще. Я такие ногти не делала и не делаю. И мы заключили договор. Я делаю тонкие, но супер прочные ногти. И если они без потерь выдерживают 5 соток картошки, 2 мешка картошки мои, а маникюр сегодня бесплатный. Поэтому я активно продолжаю работать за картошку. А у вас были интересные бартеры со своими клиентами? Напишите в комментариях. Далее необходимо придать форму свободному краю. Для этого я использую пилочку абразивностью 80 на 100 грит. Частенько в комментариях я вижу такое замечание, мол, у вас что, не одноразовые пилочки? На видео я показываю работу только одной руки, а перед тем, как записать видео, предыдущая рука уже готова. И это, возможно, делалось пилочкой, которую показываю сейчас на видео. Смотря видео разных блогеров, вы должны понимать, что вы видите только то, что я хочу показать. И иногда это может быть целенаправленное действие, а не моя ошибка. Для того, чтобы раскрыть чешуйки поверхности ногтя и зашлифовать ногтевую пластину, абразивность пилочки нужно взять помягче. Для этого я использую пилку фирмы Ники Земляникина. Классные оригинальные пилочки с абразивностью 180 на 180 грит. Далее при клиенте вскрываем крафт-пакет со стерильным инструментом. Кутикула резиновая и налипшая, но хорошо заточенный качественный пушер легко справляется с этой проблемой.
Отодвигаем лишь кутикулу. Наросший на ноготь птериги не трогаем, не шкрябаем. С ним мы справимся немного позже. Отодвигать кутикулу тоже нужно аккуратно, чтобы инструмент не соскользнул и мы не прошкребли по пальцу клиента инструментом. Аккуратно подталкиваем кутикулу и слегка ее раскрываем. В данном случае кутикула толстенькая, резиновая, но в некоторых местах все же суховата. Помощником сегодня будет мне быстрый ремувер для кутикулы. Свое действие показывает уже через 7-10 секунд, поэтому работаем по очереди с каждым пальчиком отдельно. Еще раз проверочно пододвигаю кутикулу, также в это время средство попадает и в эту область. А затем начинаем активно сошкрябывать птериги с ногтя. Стороной топорик счищаем всю эту ненужную кашу и вытираем о салфетку. Для среза кутикулы использую ножнички Stalex Pro Smart 41/1. Большой и безымянный палец просовываю в кольца ножниц. Средний и указательный пальцы дают упор ножницам и делают ваши движения более точными. Проработав первый палец, переходим к следующему. Снова капаем каплю ремувера на пальчик. С помощью пушера помогаем распределиться средству и по истечению 10 секунд избавляемся от птеригия. Благодаря средству ненужная каша старой кожи удаляется без проблем. Избавившись от птеригия и проверив, что нет склеек кутикулы с ногтем, производим срез. Так как ножнички имеют изгиб, сделать срез кутикулы становится намного легче, а ранить клиента теперь практически невозможно. Алмазной насадкой закругленный цилиндр с синей насечкой я зашлифовываю срез кутикулы. Вначале обрабатываем левую половину кутикулы сразу на всех ногтях, затем переключаем аппарат в режим реверса и обрабатываем правую половину кутикулы. Также прохожусь насадкой около боковых валиков. Хочу заметить, то, что я сейчас делаю с кутикулой, не стоит повторять абсолютно на всех ногтях. Каждой кутикуле свой удобный подходящий метод обработки.
Я беру профессиональное средство 3 в одном. Оно поможет подготовить ногти к покрытию, временно обезжирить и подсушить поверхность ногтя. Средством обрабатываю все ногти и даю ему высохнуть самостоятельно. В розовой соцсети мне часто присылают фото с вопросом, что это за черные полоски на ногтях. Ничего страшного в них нет. Это обычные гематомки, синячки, которые появились либо после перепила ногтевой пластины, либо после удара и скоро пройдут самостоятельно. Далее ногти покрываю бескислотным праймером. Ногти здесь идеальные, жесткие, прочные, ну просто мечта. Поэтому для них идеально подойдет такая же стронг база фирмы Louis Philippe. Втирающими движениями базу наношу на ногти. Сушу в лампе 1 минуту. После просушки повторяю процедуру и вновь покрываю ногти тонким слоем базы. Только в этот раз ногти в лампе не сушим. В этот момент беру прозрачную акриловую пудру. Именно с ее помощью я буду делать хитрое укрепление ногтей, которое поможет выиграть спор. Расстилаю на стол бумажную салфетку, чтобы не растрачивать материал попусту. И на непросушенную базу с помощью пушера или обратной стороны типсы посыпаю прозрачную акриловую пудру. Акрил сыплю не жалея, ведь все с салфетки потом можно обратно сгрузить в баночку. Легкими постукивающими движениями сбиваю излишки акрила. Посыпать нужно тщательно. Пусть база полностью пропитывается акрилом. Затем, аккуратно схватив салфетку за края, ссыпаем остатки акрила назад в баночку. И не стоит сейчас в комментариях мне писать о том, что «О боже, это не гигиенично». Эти руки ничего не трогали. Далее отправляем ручку сушиться в лампу на 1 минуту. Столько, сколько сохнет обычно ваша база. После просушки щеткой счищаем излишки акрила. Беру гель-лак фирмы Венолиза номер 901 нежно-лилового цвета. Цветом прокрашиваю весь ноготь. Гель-лак довольно плотный и хорошо пигментирован, поэтому достаточно 1 слоя. Для того, чтобы плотно прокрасить под кутикулой гель-лаком и при этом не использовать кучу кистей, кисть от гель-лака хорошо отожми, чтобы на ней осталось минимальное количество гель-лака. Затем полусухой кистью, а точнее ее уголком, аккуратно и плотно прокрашиваем вдоль кожи. Пока гель-лак сохнет в лампе, я беру базу. Так как эта база уже не будет влиять на носкость покрытия, можно взять абсолютно любую, как жесткую, так и каучуковую. Покрываю ногти тонким слоем и также не сушу в лампе. Далее я беру фотохромный блеск фирмы Комильфо. Это блеск, который меняет свой цвет и оттенок перелива зависимо от солнечных лучей и освещения. Важный момент: чтобы фотохромный эффект не потерялся, необходимо использовать топ без ультрафиолетового фильтра. Веерной кистью набираю небольшое количество блеска и оставляю его на непросушенной базе.
Безымянный ноготь украшаю практически полностью. Чтобы после просушки блестки не торчали, сразу поправляю все апельсиновой палочкой. Для построения архитектуры и выполнения задуманного дизайна мне понадобится полупрозрачный молочный гель. Если такого нет, его можно сделать самостоятельно. Для этого на палитру оставляю каплю прозрачного густого геля или густой базы. К ней добавляю каплю или белого гель-лака, или белого камуфлирующего геля. Смешиваю между собой до однородной консистенции. Полученной смесью покрываю тонким слоем весь ноготь. Затем на мокрый пол, на мокрую подложку выкладываю объемную каплю материала. Хватаю кончиком кисти волосок геля и стягиваю его вниз. Таким образом распределяю материал по всей ногтевой пластине. А для более плавного распределения геля поворачиваю палец. После того, как архитектура нас полностью устраивает, отправляем ногти сушиться в лампу. Безымянный пальчик покрываю тонким слоем прозрачным гелем. И для построения архитектуры добавляю объемную каплю материала. Для таких процедур удобнее использовать густые гели, ведь они не растекаются и хорошо держат форму. Я наляпала немного больше, чем надо материала, поэтому излишки убираю кистью. Лучше вовремя убрать, чем потом пилить. Отправляем сушиться в лампу. После просушки переходим к дизайну. Я буду использовать черную гель-краску и тонкую кисть-волосок. Кисть макаю в краску, излишки промакиваю на перчатку, хотя за мной лучше не повторяйте. Все химическое оставляйте на поверхности, а не на себе, дабы избежать аллергий. А теперь, желательно не дрожащей рукой, рисуем завитки. Их сушим в лампе. А теперь кисть макаем сначала в сиреневый, затем в белый цвет. На палитре немного их растушевываем и рисуем лепестки обычными мазками. Просушив в лампе, добавляем контраст в центр и оставляем точки. Тоже сушим в лампе. С ногтями практически покончено. Их остается лишь перекрыть топом. Но на одном из пальцев есть небольшая, но глубокая проблема. При работе на огороде была произведена травма, а точнее глубокий порез. На ранку был наложен калачик, но оставить это вот так я не могу. Поэтому, промокнув ватный диск перекисью водорода, пытаюсь аккуратно, очень деликатно очистить рану. Так как рана свежая и глубокая, она все еще кровоточит, поэтому на нее я оставляю пару капель капрамина, средство, которое помогает останавливать кровотечение. С открытым ранением человека отправить домой я не могу, поэтому беру гипоаллергенный пластырь Амнификс, отрезаю небольшой кусочек, снимаю защитное покрытие и запечатываю рану. Этот пластырь дышащий, гипоаллергенный и имеет клейкую основу. Как по мне, вещь незаменимая. И посмотрим, что же получилось. Знаю, все-таки найдутся те, кто напишет свое фи, мол, зачем эти цветы, о боже, это прошлый век. Но на вкус и цвет простите. Итак, ногти в итоге получились тонкие, но я заверила клиентку, что они будут супер прочные и выдержат не 1 гектар картошки. А как вы думаете, получилось ли у меня выиграть несколько мешков халявной картошки? Пиши в комментариях. Надеюсь, история и видео вам понравились.
Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, увидимся в следующем видео, не переключайтесь, дальше больше. Пока-пока.